Всем привет! Вот, посылочку получил. Это моя первая посылочка с магазина Banggood. Месяц добиралась до Беларуси из Китая. Короче, трек номер отслеживался. Ценили посылочку в $25, а вес 578 грамм. Здесь должна быть Bluetooth колонка. Но сейчас мы рассмотрим эту посылочку более подробно. Упакована, в принципе, нормально. Так, здесь у нас представлен бренд AFQ, ну как чуть не сказал американцы, как китайцы любят, они все косят под iPhone. iPhone, iPad, AFQ, iPega, джойстик, помню, такой у меня был. В руках у меня портативная колонка под брендом AFQ, модель S4. Это не новинка, модель уже продавалась лет 5 тому назад. Но обойти стороной я не мог, потому что на русскоязычном сегменте YouTube полного обзора этой колонки не видел. Здесь предлагается расширенный функционал. Воспроизведение аудиоконтента с внешнего источника по Bluetooth каналу, через стерео AUX кабель с коннекторами 3,5 мм, аудиоконтента, хранящийся на microSD карточке объемом поддерживаемым до 16 гигабайт, но также со встроенного цифрового FM-тюнера. Приобрел я, как я уже сказал, на сайте Banggood за $29.99, и это самая низкая цена, которую предлагают китайские ритейлеры. Еще нашел на eBay, цена там порядка на $8 выше, но ссылочку все равно оставлю, может кому удобнее покупать на eBay. Что касается AliExpress, то там нет, она не присутствует. Насколько она хороша, качественна и стоит ли запрашиваемый за нее $30, попробуем разобраться в этом обзоре. Поехали! Поставляется колонка в упаковке из очень плотного картона с цветными иллюстрациями. На крышке можно оценить внешний вид колонки. На правой грани символами отмечены ее возможности. Это hands-free, внешний линейный AUX вход, FM радио, пассивный сабвуфер, поддержка microSD карточки объемом до 16 гигабайт, длительный срок службы аккумулятора, управление с помощью сенсорных кнопок, наличие Bluetooth модуля версии 4.0, голосовые подсказки сначала на китайском, а затем на английском языке дублируются. И два динамика, то есть воспроизводится стерео-контент. На левой грани представлены имеющиеся цветовые решения данной колонки. На момент съемки данного видео в магазине предлагают только голубой, оранжевый и серебряные цвета. Но в моем случае вот тут отмечено серебряный цвет. На нижней грани коробки схематично обозначены кнопки управления данным устройством и имеющиеся слота, а также технические характеристики. Кому интересно, вот вам поближе можете ознакомиться. Ну так, скроем. Здесь отмечен бренд AFQ. Открывается как смартфон коробочка. О, и опять AFQ. Здесь в пакетике у нас опять AFQ, но уже на корпусе самой колонки. Вот так она выглядит. Все тут в пленочках. Это глянцевый пластик. Да она вся в этих пленках. Даже вот эти резиновые ножки, корпус. Колонка будет использоваться, наверное, по большей части на свежем воздухе. Именно, не знаю, для свежего воздуха, мне кажется, на более приемлемое такое расположение динамиков, именно для звучания вверх. Имеется вот такая картонная коробочка еще.
Здесь находятся кабеля. В комплект входит micro-USB кабель длиной 80 см для зарядки встроенного в колонку аккумулятора. Ну и также аудиокабель для прямого подключения источника к разъему 3,5 мм, также длиной 80 см. Вот такая вот этикеточка с наименованием модели S4 и датой, возможно, изготовления 1 ноября 2016 или упаковки. И также инструкция в форме такого буклетика на китайском и английском языках. Чехол в комплекте отсутствует, хотя его наличие желательно при такой цене за колонку. Колонка выглядит симпатично. Чувствуется ее масса. В руке лежит как слиток драгоценного металла. Ее можно накрыть двумя ладонями, но сомкнуть с пальца не получится. Колонка габаритная, в принципе переносить можно в сумке, это не карманная вещица. Хотя габариты ее стандартны для портативных колонок. Это длина 187 мм, ширина 60 мм и высота 47 мм. Корпус колонки полностью выполнен из пластика, по ощущениям достаточно толстого, при этом верхняя и нижняя ее грани, ну и всех колонок выполнены из маркой глянцевой пластмассы черного цвета. Легко остаются отпечатки пальцев. Только боковая грань окрашена в различные цвета. В моем случае такой вот серебристый металлик. Снизу имеется два подковообразных резиновых упора, которые прочно удерживают колонку на месте. Не позволяют ей сдвигаться, и также при вибрации при воспроизведении музыкальных фрагментов. Сборка без люфтов достаточно крепкая. Заметил, что значок нанесен на кнопку Power с некоторым смещением относительно центра. Заявлено, что внутри упрятаны два динамика мощностью по 3 Вт каждый. Если колонку разместить вертикально, то она напоминает светофор. Нижний и верхний глаз диаметром 45 мм накрыты именно металлическими сетками, и за ними находятся динамики. Средний диск имеет 4 сенсорных кнопки по краям и одну механическую в центре. Все кнопки подсвечиваются светодиодами голубого цвета. Непродолжительное нажатие на центральную механическую кнопку Power включает устройство и сразу же в Bluetooth режим. При этом кнопка подсвечивается голубым светодиодом, и динамики выдают голосовое приглашение на китайском, а затем на английском языках. Колонка имеет 4 режима работы, которые выбираются кнопочкой с символом M. Верхняя вот эта сенсорная. Что значит мод? Возможна трансляция аудиоконтента по Bluetooth как со смартфона, так и с компьютера. Связь при этом устойчивая, на открытой местности поддерживается на дистанции до 10 метров, как заявлено, но в реалии около 10 метров. Здесь версия Bluetooth 4.0, поэтому одновременно подключается лишь одно устройство. Синие светодиоды, подсвечивающие центральную кнопку, моргают с периодичностью 100 миллисекунд, при этом можно осуществить поиск устройства с именем IFQ S4. Выбираем его. Чтобы подтвердить соединение. Если потребуется пароль, по согласно инструкции рекомендуется ввести 4.0. При подключении к колонке, как вы слышали, она повестила голосом на китайском, а затем на английском языках. И светодиоды перестали моргать, то есть соединение установлено. При воспроизведении контента светодиоды моргают с частотой 1 секунда. После первого подключения сопряженный по Bluetooth смартфон автоматически связывается с колонкой при ее включении. Во время воспроизведения кнопками плюс и минус можно переключать треки в прямом и обратном направлении. А длительное нажатие на эти кнопки позволит регулировать уровень громкости. При этом все это возможно выполнять также с телефона или компьютера. Для управления функцией воспроизведения паузы нажимаем нижнюю кнопку с соответствующим символом. Пауза. Продолжили. Колонка оснащена микрофоном. Вот здесь имеется отверстие. То есть, в принципе, здесь реализована функция hands-free. При поступлении входящего телефонного звонка во время воспроизведения контента через Bluetooth кратковременно нажимаем на кнопку «Фон».
9、6、4、6、1、4. Алло. Да. Ну как меня слышно? Такой звук глуховатый, такой плохо разборчивый. То есть высоких нету, да? Нет, какие-то есть, но как-то некачественно вообще. Я понял. Хорошо, все, пока. Длительное нажатие на эту кнопку «Фон» позволяет набрать последний исходящий телефонный номер. Второй поддерживаемый колонкой режим – это воспроизведение контента с microSD карточки. Карточки объемом выше 16 гигабайт не поддерживаются. При установке microSD карточки в соответствующий слот колонка автоматически обнаружит ее и переходит в данный режим. Карточка вставляется контактами вверх, все слота находятся на одной из боковых граней. Это microUSB разъем для подключения питания, слот для карточки и вход AUX гнездо. Здесь также имеется еще отверстие под светодиод зарядки, для контроля зарядки. Вставляем карточку. До этого колонка была в режиме Bluetooth и автоматически переключилась для воспроизведения контента с microSD карточки. Управление осуществляется точно так же, как и по Bluetooth. Перемотка треков, регулировка громкости при длительном удержании. Конечные уровни громкости подтверждаются сигналом. И также минимальный. Если же microSD карточка уже была установлена в слот для воспроизведения контента, хранящегося на ней, то мы уже выбираем этот режим кнопочкой «Мод». Третий режим данной колонки – это цифровой FM-тюнер с диапазоном радиочастот от 87,5 до 108 МГц. Для его работы необходимо подсоединить USB кабель или стерео AUX кабель в соответствующий слот для использования в качестве внешней антенны. Причем хочу отметить, что чувствительность у тюнера выше именно при подсоединении в качестве антенны именно почему-то microUSB кабеля. Для автоматического сканирования радиостанции в этом режиме необходимо нажать кнопочку play, пауза, ответ на звонок. При этом моргают синие светодиоды с периодичностью 100 миллисекунд и кратковременно воспроизводятся обнаруженные радиостанции. По окончанию поиска синие светодиоды горят постоянно и воспроизводится одна из радиостанций. Все найденные радиостанции автоматически сохраняются. Для переключения радиостанции используются те же кнопки, что и для переключения треков. И четвертый режим колонки – это AUX режим, то есть воспроизведение контента с внешнего источника через кабель 3,5 мм. Вот его вставляем в соответствующий разъем. Колонка автоматически обнаруживает подключение и переводится в режим AUX хода. Другой конец кабеля подключаем к источнику контента, например, к смартфону. В этом режиме при нажатии на кнопочку play, пауза осуществляется или приглушение, или отключение звукового сопровождения. При этом воспроизведение контента не прекращается. Вот видите, дорожка, она продолжает двигаться, но звука нету. Нажимаем, звук возобновляется. Регулировка громкости в этом случае непосредственно с сенсорными кнопками колонки невозможно, только с телефона. Звучание ровное, достаточно громкое. Используемые в колонке широкополосные динамики немного заваливают верхние частоты, причем как на малой громкости, так и на самой высокой. При этом пропадает прозрачное звучание музыки. Здесь скорее АЧХ такое ровное, но смещенное в сторону диапазона низких частот. Басы воспроизводятся четко, без искажений, возбуждений при любом уровне громкости, даже на максимальной. При этом вибрации передаются через ее корпус поверхности, на которой она расположена, или если вы держите в руке, то на телу. Смело можете брать с собой на пикник, запас громкости достаточный, и, конечно же, в помещении она показывает тоже хороший звук. То есть это мощный низ, высокий уровень средних частот и завал на самом кончике верхнего частотного диапазона. То есть, как и заявлено, где-то до 18 кГц. Длительное удержание кнопочки Power позволит выключить колонку.
За автономную работу колонки отвечает встроенный в нее аккумулятор с заявленной емкостью всего 1800 мАч. Ее хватает, наверное, часов на 6 при воспроизведении на максимальной громкости. По умолчанию во всех режимах колонка использует только 2/3 емкости встроенного в него аккумулятора. Для защиты аккумулятора и колонки, когда напряжение батареи опускается ниже 3,3 вольт, колонка оповестит уже традиционно на двух языках – китайском и английском. Причем делает она это каждые пару секунд раз 10. И в конце последнее предупреждение. Power off. Когда напряжение батареи будет ниже, чем 3,2 вольта, колонка автоматически отключится. Зарядка осуществляется током в пол-ампера, напряжение 5 вольт. В течение 3 часов измеренная емкость аккумулятора составляет всего 1015 мАч. Во время заряда возле microUSB разъема горит красный светодиод, который гаснет при ее окончании. Для разбора колонки необходимо выкрутить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 винтов. 4 из них находятся под резиновыми ножками, которые пришлось отклеить. Так, и посмотрим, чем нас удивит колонка стоимостью почти $30. Так, здесь имеется даже резиновый уплотнитель. В нижней части находится за решеточкой вот здесь вот такой пассивный резонатор. Металлическая пластина, да, на резинке. Так она ходит. И кроме того, для утяжеления всей конструкции, точнее нижней части вот этой платформы, здесь используются вот такие металлические блины. Но внутри белого корпуса расположено 2 динамика по 5 Вт, как здесь заявлено, с сопротивлением 4 Ома. И вот такая вот плата. Сама плата закреплена на 2 винтика, я уже их выкрутил. Аккумулятор здесь не отсоединяется, провода впаяны непосредственно в плату, как и из динамиков тоже. Здесь аккумулятор 18650, наверное, заявленной емкостью 1200. Самое интересное, что эта колонка является копией колонки. Вот она на сайте компании Microlab или Microlab, как удобно, модель MD662 BT Bluetooth, которую я могу приобрести в интернет-магазине Techno Trade Network за 62 рубля 22 копейки. Ну, это те же деньги, те же $31. Но ожидать мне пришлось бы всего лишь 1 день. Ссылочки на эту колонку также будут в описании к моему видеоролику. Ну, а продолжим обсуждать этот девайс в комментариях. А вас благодарю за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Прощаюсь.